Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на январь. Что вас ждет в январе? Прогноз у нас на месяц будет не по знакам зодиака, то есть не 12 раскладов, а 4. И выбирать вариант вы будете сами. Первый, второй, третий, четвертый. Можете выбирать по колоде, по рубашечке. Можете выбирать по камушкам. Первый у нас это топаз, второй цитрин, третий оникс и четвертый это у нас белый кристалл. И на Ленорман мы посмотрим сюрприз, неожиданность или на какой-то ситуации Ленорман сделает вам акцент. Выбирайте, пожалуйста, один из 4 вариантов. Также мы получим советы от оракулов. У нас будет маятник в конце расклада. Хорошо, если вам нужно больше времени, останавливайте видео, выбирайте, не спешите. Мы начнем с первого варианта для тех, кто... Я подвину, чтобы не сбиться, да? Для тех, кто выбрал топаз и колоду заклинателей, давайте посмотрим, что вас ждет в январе. Первый вариант. Какие основные события произойдут с вами в январе? Хорошо. Первая сфера у нас это дом, семья. Что у вас там будет происходить? Так, что у нас вошло? Вторая сфера это у нас сфера чувств, эмоций, отношений. Профессиональная сфера. Финансовые вопросы. Отдых, образование, поездки. Для кого это актуально? И последняя карта у нас это совет или предупреждение от Таро. Так, а вот куда мне разложить Ленорман? Так, сейчас я подумаю. Наверное, как-то вот так. Так, надеюсь, вам видно. Давайте посмотрим, что нам скажет Ленорман. Сюрприз или неожиданность в январе для первого варианта. Ну, смотрите, как сюрприз или неожиданность. Во-первых, вам Ленорман сообщает о переменах к лучшему. Здесь может быть рост в каком-то вопросе, может быть это связано, например, с отношениями, потому что все-таки птица иногда показывает 2 человек. Может быть несколько приглашений или в какую-то поездку, или может быть приглашение на встречу, на вечер. У кого-то может быть известие о беременности. У нас вот здесь сфера отношений и чувств ложится 7 пентаклей. Кто-то, может быть, из женщин, вы узнаете, что вы в положении. Но это вот консультация с каким-то человеком принесет вам эти радостные новости. Кто-то получит очень приятный сюрприз, ну а кто-то сам будет кому-то дарить тоже какой-то заветный подарок. Но опять вот здесь все-таки пара. Еще здесь могут быть какие-то разговоры у вас за спиной. Ну, например, у вас отношения или какой-то сюрприз вы получите. Поделитесь с кем-то радостной новостью. Ну, за вашей спиной начнутся пересуды. Да, как говорят, счастье любит тишину. Ну, тут решать вам. Еще здесь может быть какое-то выгодное предложение по работе. Может быть, о партнерстве. То есть вот аист всегда несет или перемены, или осуществление планов, но все-таки или по совету кого-то, или вместе с кем-то. Хорошо. Первая карта у вас это то, что у вас происходит в доме, в семье. 5 кубков может говорить о неосуществлении каких-то планов,
Здесь могли быть вопросы с имуществом, с наследством. Но так как 10 дней праздников, какой-то вопрос вы не смогли решить. Иногда пятерка говорит о каких-то потерях, может быть, вот финансовые потери в связи с Новым годом, большие траты были. Но в любом случае она не говорит о крахе, она говорит, что что-то все равно осталось. У кого-то могли быть в доме серьезные конфликты, или еще, знаете, вот пятерка это потеря чего-то. Это могли быть срывы беременности, но в отношении чувств, да, я же сообщила здесь, что у кого-то может быть известие о беременности, но вам нужно будет с кем-то провести консультацию, может быть, найти хорошего эндокринолога или гинеколога. Хочу вам эту пятерку уточнить. Да, в доме, в семье это может быть и утрата каких-то надежд, у кого-то может быть и потеря отношений, любви, брака. Ну, давайте мы уточним. Тройка кубков. Я говорю, хорошо повеселились, отпраздновали, может быть, подарки и пятерка. Ну, в любом случае в исполнении будет. Ну, вот сейчас какой-то период, может быть, в начале января вы почувствуете вот. Хотя карта-то не финансовая как таковая, но она говорит о большом убытке или о непродуманных тратах. И пятерка кубков это эмоциональная карта. Она говорит о переживаниях, да, зачем я вот столько потратила. Еще пятерка это выход из праздников. А вот сейчас надо идти на работу, да, вот ну, даже не переживание, а неохота. Но я думаю, что здесь ничего серьезного. Но вот у кого были проблемы с зачатием, в январе вам нужно искать хорошего врача, который поможет вам забеременеть. Ну, еще семерка это ожидание, да, если вы в отношениях, это когда женщина ждет, когда мужчина созреет до брака или когда он сделает предложение руки и сердца. Но также, вот видите, поливать свое дерево, это растить свои отношения, когда мы над ними работаем. В любом случае, семерка всегда говорит о спокойном, устойчивом совместном росте. Здесь есть благополучное вот это развитие. То есть, если только вот не мешают вот эти ожидания от этих отношений. То есть вот карта говорит, все должно идти и развиваться, вот как это дерево. Как бы вы его не поливали или удобряли, оно все равно будет расти так, как задумано природой. Поэтому здесь просто вам карта советует набраться терпения. Но у кого-то, я уже сказала, тут сообщение о беременности. Хорошо, работа, карьера, бизнес, профессиональная сфера. Здесь у вас шестерка жезлов. Шестерка жезлов – это карта успеха. То есть человек вознагражден за усилия, тяжкие труды. Это когда вы выходите победителем из всех испытаний. Особенно все, что касается амбициозных планов, карьеры, бизнеса. Это обойти своих конкурентов. Это может быть занять какое-то положение. То есть, знаете, если вы работаете в своем бизнесе, это рост клиентов, это популярность. То есть это может быть сарафанное радио, то есть вас увидели, вас оценили как специалиста, и сейчас, как говорится, от клиентов отбоя нет. Если вы здесь будете бороться за какое-то место, если, например, вы ищете работу, вас вызывают на собеседование, это обойти других претендентов. Да, нужно будет постараться показать себя с лучшей стороны. Также здесь может быть карьерный рост, может быть, вы займете какое-то положение выше. То есть вот пятерка жезлов, да, когда мы с кем-то боремся, с такими же конкурентами, претендентами и вырываем этот жезл победы. Еще здесь может быть получение каких-то хороших новостей. Может быть, вот если вы на себя работаете, это выиграть какой-то тендер, получить хороший заказ. Но в любом случае здесь карта успеха и победы. Финансы. Здесь у вас ложится двойка пентаклей. Ну, во-первых, карта говорит, если денег не так много, как хотелось бы, но вы справляетесь, у вас получается правильно распределить свои средства. Также здесь может быть какая-то неофициальная приработка. Это может быть одноразовый заказ, то есть вот получить, заработать. Может быть, вы работаете на
кого-то, а здесь заказ, например, неофициальный там или после работы оставаться, или на выходные. Или, может быть, здесь несколько работ одновременно, но как бы карта говорит, что у вас получается балансировать. Если вы хотите сейчас вложиться в какое-то новое дело, вот по двойке пентаклей она всегда говорит: взвесьте свои возможности, ресурсы. Вот для новых начинаний пока, наверное, не самое лучшее время. Ну, во всяком случае, не в январе. Образование, поездки, путешествия. Здесь у нас старший аркан Дьявол. Есть какие-то тут искушения, соблазны. Может быть, есть страстное желание куда-то съездить, отдохнуть, развеяться. Но, как правило, дьявол — это зависимость от обстоятельств, вот от того, что, может быть, сейчас происходит. Потому что это разного рода ограничения, зависимости. Да, ну отдых, да, вот эти 10 дней января, это может быть чересчур. Переедание, возлияние, да, будьте аккуратней, потому что это вы наносите вред своему здоровью. Ну, я хочу одну карту уточнить по дьяволу. Если обучение, то желание, может быть, сдать какие-то экзамены. Сейчас у студентов сессии начинаются, да. Ну, как-то неофициально, может быть, заплатить, дать кому-то взятку. Тройка же. Ну, есть желание куда-то поехать, расширить свои горизонты. Здесь, может быть, даже еще что-то связано с работой. Потому что, смотрите, тройка, ну, в этой колоде немножко другой, да. У Райдера Уэйта человек стоит на берегу, у него уже все, у него уже вещи собраны. То есть он уже готов отправиться в путь, но пока он что-то ждет. И, скорее всего, есть у вас какие-то планы, может быть, или просто поехать, или, может быть, по делам, или кого-то проведывать, но дьявол вам мешает. Ну, мы смотрим пока январь. И совет или предупреждение — колесо фортуны. Ну что, надо ловить удачу за хвост. Да, это карта судьбы, это карта удачи, везения, но все-таки она у нас идет и в совет, и в предупреждение. Во-первых, она говорит: воспользуйтесь каким-то очень удачным случаем. Тут или куда-то уехать, или, может быть, заработать, сорвать какой-то куш. Но в то же время не рискуйте. Еще если в вашей жизни происходят какие-то повторяющиеся события, подумайте, почему это происходит. Может быть, нужно что-то изменить. Ну, в первую очередь, нужно менять себя. Надо работать с нашим прошлым, чтобы вот не крутиться вот в этом колесе, потому что все-таки это кармическая карта, это колесо сансары. И вот на январь еще вам колесо фортуны советует не строить грандиозных планов, все может измениться в одночасье. Хорошо, давайте получим для вас советы от Веканского оракула. Первый вариант — топаз на январь месяц. Еще у нас одно колесо. Это у нас богиня судьбы. Карта у вас перевернутая сейчас. Иногда кажется, что богиням судьбы нет дела до ваших интересов. Считайте трудное время своим жизненным уроком и знайте, что скоро события развернутся к вам более позитивной стороной. Хорошо, и еще у нас совет от оракула Луны. Первый вариант — топаз. Давайте получим для вас совет на январь. Self-love. Ну, это любовь к себе. Карта говорит, что любовь к себе, она нам необходима. Расширение возможностей в нашей жизни начинается в первую очередь изнутри. Не сравнивайте себя с другими людьми. Вы один или одна такой на свете. И вам советуют любить себя таким, какой или какая вы есть. Начинайте вот эти изменения с концентрации и любви к самому себе. Это не карта эгоизма, это карта именно когда человек начинает ценить себя. Тогда и другие будут относиться к вам с любовью и уважением. Хорошо, ну давайте мы с вами посмотрим маятник. Я, наверное, сейчас на камушек его положу топаз.
Маятник, ответь, пожалуйста, для тех, кто выбрал топаз на январь, исполнится ли их заветное желание? Первый вариант. В январе. Да, желание ваше исполнится. Вот такой у нас получился первый вариант. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего. Хорошо, у нас второй вариант. Для тех, кто выбрал цитрин и колоду Левен Таро. Давайте посмотрим, что вас ждет в январе, двоечки. Мы посмотрим сферу отношений, профессии, денег. Получим совет или предупреждение. Также у нас будут два оракула. Совет от оракулов и маятник в конце. Второй вариант. Цитрин. Колода Изи Таро Левелин. Дом, семья. Что у вас будет в январе происходить? Так, колода у меня перевернутая. Сфера чувств, отношений, эмоций. Профессиональная сфера. Финансовые вопросы в январе. Две двоечки у вас. Образование, поездки, отдых, развлечения. Совет или предупреждение от Таро. И давайте посмотрим, что нам скажет для вас Ленорман. Второй вариант, цитрин. Здесь будет или сюрприз, неожиданность, или, может быть, на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Второй вариант, январь. Да, вот еще когда разложила дом, семья и отношения, да, любовь, эмоции, маг и император. Здесь мужчина, который, скорее всего, решает вопрос или с недвижимостью. Тут какой-то прям подарок идет. Может быть, императора показывают, например, вашего отца. Отца или какого-то покровителя. То есть тут какой-то дорогой подарок или связанный с недвижимостью. Или, может быть, у кого-то, например, предложение по работе связано, опять же, с недвижимостью. Для мужчин это может быть что-то связано с работой, строительство, отделка помещений. Может быть еще, например, муж, да, супруг там, или возлюбленный дарит женщине деньги, или бизнес, что-то связано с флористикой, или ландшафтный дизайн, или вот украшение интерьеров. Может быть, что-то связано с красотой, модой. Также здесь может быть идти подарок, например, ипотеку, да, то есть для того, чтобы взять ипотеку, нужно первый взнос. То есть здесь идет помощь от какого-то человека. Ну да, для женщин может быть ваш супруг, вот как маг, может быть он что-то заработает, какой-то хороший куш сорвет, и вы вложитесь именно в недвижимость. Но вообще вот эти карты говорят о стабильности и изобилии в доме. Да, вот дом, семья, ложится маг. Здесь какие-то активные действия, какое-то новое начало. Ну, и, например, вы покупаете недвижимость без отделки. Значит, или вы сами начинаете это доводить до ума. Но тут как? Вот маг может организовать людей. То есть стать во главе угла. Да? То есть мужчина берет на себя управление этим вопросом. Сам ли он делает, или он специалистов нанимает. Здесь очень много движения. Кто-то, может быть, получает какую-то финансовую прибыль,
и начинает вкладываться в свой дом. Опять же, здесь не обязательно новая недвижимость, может быть просто какая-то кардинальная переделка или ремонт, или может быть начало строительства своего жилья. Но в любом случае здесь мужчина управляет всем. А вот сфера любви, отношений, эмоций, чувств, здесь император, здесь опять мужчина во главе, но это мужчина-доминант. Может быть, карта показывает, что вот по этим картам у вас были отношения, и вы принимаете решение, например, или уже в конце того года, или в начале этого, жить одним домом. Тут мужчина решает вопрос с жильем. Не знаю, снимает он это жилье или покупает. Или здесь идет помощь от человека, который старше вас по возрасту или по статусу. Опять же, это может быть ваш отец или, может быть, для кого-то одобрение ипотеки. Все-таки император – это власти. Или мужчина уже созрел до статуса поменять роль мужа или отца. Может быть, еще, если меня мужчина смотрит, вот эта карта всегда возлагает на вас ответственность за воспитание детей, за решение вот жилищных, финансовых вопросов, то есть за обеспечение своего рода. Но кто-то из женщин, если у вас были отношения, получает, как я сказала уже, да, меняете свой статус, получаете предложение руки и сердца. Да, для тех, кто был в поиске, здесь может быть знакомство с таким императором. Это может быть или очень статусный человек, или, может быть, он старше вас по возрасту, но, скорее всего, занимает хорошее положение. Или же карта показывает, что мужчина готов уже не просто к какой-то интрижке, а к чему-то более серьезному. Хорошо. Профессиональная деятельность, двойка пентаклей. Здесь может быть приработок одновременный, может быть неофициальный, или какая-то вот работа. Например, вы где-то работаете, вам предлагают еще приработку. Это справляться с несколькими делами одновременно. Если вы работаете на себя, здесь может быть несколько заказов у вас в работе. И у вас получается вот это вот балансировать. То один заказ, то второй. Может быть, будет занимать больше времени. Но в любом случае здесь даже может быть выбор какой-то еще. Но еще по этой карте, если вы что-то тут задумываете, начать что-то новое, куда-то вложиться, может быть, пока еще карты советуют взвесить все за и против. У вас и в деньгах тут сомнения какие-то, да? Может быть, для новых начинаний пока не самое лучшее время. Будет очень трудный старт. Может быть, отложить на февраль, если есть возможность. Потому что с деньгами тут тоже какие-то, с финансовыми вопросами, какие-то колебания, сомнения. Тут или их недостаток финансов, или как-то совсем туго с деньгами. Но еще двойка – это сомнение. Начинать, не начинать, вкладываться, не вкладываться. Здесь, конечно, карта советует вам слушать вашу интуицию. Но если вы хотите начать какую-то новую работу, проект, бизнес, вот пока, тем более, по-моему, там ретроградная Венера, да, Венера у нас отвечает не только за любовь, но и за финансы. Может быть, все-таки карты вам советуют, вот еще здесь восьмерка, да, может быть, карты пока советуют еще подумать, не спешить. Как-то вот тяжело все будет раскачиваться. А если тут сомнения, может быть, у кого-то занять или там взять кредит, то тут, конечно, 100 раз подумайте, вот стоит ли вгонять в себя в зависимость от кого-то или от чего-то. Отдых, образование, поездки. Здесь у вас старший аркан сила. Я так думаю, что пока здесь стоит вопрос вот о решении каких-то дел, связанных с недвижимостью. Как правило, сила говорит, что нужно будет приложить очень много энергии и сил для решения каких-то насущных, важных вопросов на данный момент. Но нам Ленорман сделал акцент на недвижимость. Значит, пока вам нет поездок, до отдыха, а наоборот, нужно будет вот собрать все силы в кулак, пройти какие-то, может быть, нагрузки большие или испытания. Ну, по силе вы справитесь. Она у нас ложится в позиции отдыха. Карта говорит, да, какие бы нагрузки здесь не были, но все равно не забывайте отдыхать, высыпаться, набираться сил. Не забывайте о здоровье. А вот совет предупреждения восьмерка, да, это когда человек ограничивает себя в других радостях жизни, например, ради решения какого-то вопроса. Ну, кто-то, например, ставит какие-то амбициозные карьерные планы, то есть полностью углубляется в работу,
забывая обо всем другом. Кто-то, может быть, вот реально будет вопрос решать с жильем, с ремонтом, строительством. И тоже забывать, например, высыпаться. Вот отдых, вот эти две карты говорят, что о себе, любимом или любимой, надо тоже думать. Еще эта карта, знаете, когда человек сам себя в чем-то ограничивает, появляются какие-то большие возможности, ресурсы, варианты. Но мы вот углубились в одну цель, идем к ней, не обращая внимания на другие предложения от Вселенной. Как бы ограничиваем себя в своем мировоззрении. Кому-то карты советуют реально обратить внимание на свое здоровье. Если у вас сейчас будут большие нагрузки, то восьмерка это приведет к тому, что вот не будете отдыхать, забудете обо всем, потом можете слечь. Будьте аккуратнее. Хорошо, давайте еще получим совет от Веканского оракула. Второй вариант. Цитрин, январь. Январь. Что вам советует Веканский оракул? Двоечка. На январь. Так, это у нас бассейн лунного света, но она перевернутая. Сейчас. Ваши мысли темны, неясны и заполнены слишком большим количеством информации. Ограничьте свои разговоры, чтение новостей и просмотр телевизора. Позвольте тишине наполнить вас. Еще у нас совет от оракула Королевы Луны, двоечки, на январь. Что вам? Какой совет даст этот оракул? Так, это у нас protection. Карта переводится как защита. Карта говорит, что ваша высшая сила, как бы вы ее ни описывали, это энергия любви и защиты. Вы любимы и защищены. Если вы сейчас в январе в какой-то момент почувствуете себя одиноким, покинутым, что ваша жизнь никому не интересна, что нет у вас близкого человека, знаете, всегда есть защита нас в духовном плане. Это наши ангелы, архангелы, это наши наставники. Это наша душа, наше высшее Я. И вы всегда можете к ним обратиться. Они не могут вмешиваться в нашу жизнь. Но когда мы их просим, они всегда нам помогают. Поэтому, если такой момент у вас в январе возникнет, просто попросите. Вас услышат. Так, и у нас еще будет маятник. Давайте мы его, наверное, на камушек, на цитрин. Я надеюсь, вы уже загадали желание. Маятник, ответь, пожалуйста, второму варианту для тех, кто выбрал цитрин. Исполнится ли их заветное желание в январе? Ну, для вас, к сожалению, ответ нет. Но опять же, это может быть в январе, может быть чуть позже. Такой у нас получился второй вариант. Я благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас третий вариант. Для тех, кто выбрал колоду Grand Lux Таро и у нас Оникс. Давайте посмотрим, что вас ждет в январе. Третий вариант. Мы посмотрим сферу отношений, работы, финансов. Получим советы от оракулов. В конце расклада будет маятник, который ответит на вопрос «да» или «нет». Исполнится ли ваше желание или мечта в январе. Третий вариант для тех, кто выбрал Оникс. Колоду Чермарчетти. Ну, первая сфера у нас это дом, семья. Что у вас там будет происходить? Вторая сфера эмоций, чувств, отношений.
Да, ну у кого-то здесь известие о беременности. Мгм. Или уже рождение малыша. Это или у вас, или у кого-то из вашей семьи. Профессиональная сфера, финансовые вопросы, отдых, поездки, путешествия, образование. Для кого это актуально? И совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, январь, третий вариант. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Ну, здесь у меня, я уточню, конечно, сейчас, ну, в первую очередь у кого-то известие о беременности. Если женщина узнает, что вы в положении и будете продолжать заниматься, например, фитнесом или спортом, это может привести к потере ребенка. Да, вот здесь вот предупреждение, будьте аккуратней. Тогда по финансам будете лечиться и тратить деньги на восстановление здоровья. Вот в совет предупреждения ложится умеренность. Если вам ребенок этот нужен, зачатие произойдет, то значит нагрузки надо убавить. То есть делать какие-то занятия спортом, но умеренные. Также быть очень умеренными в сексе. У кого-то здесь может быть в семье разрыв отношений из-за того, что появилась новая влюбленность. Тут может быть или вы живете одним домом, или вы в браке. Здесь карта может показывать сильный конфликт и расставание. Тут или вы будете инициатором, то есть у вас кто-то появился, или вас поставят перед фактом. Здесь я хочу уточнить. Это может происходить не у вас, а у ваших детей, предположим. Тут два пажа. Зарождение чувства, какие-то новые, тут и влюбленность, тут и страсть. Но еще здесь могут быть конфликты и ссоры, и даже разрыв отношений, что-то связано с детьми. Ну, я говорю, здесь или из-за детей какие-то очень серьезные конфликты, вплоть до разрыва отношений. Или здесь ссоры, конфликты вот из-за какого-то нового увлечения. Но, скорее всего, вы живете вместе. Вот эта вот дама, если это кто-то, кто влез в ваши отношения, это особо очень решительная, она ни перед чем не остановится. То есть это очень серьезный враг. Если меня мужчины смотрят, то вот этот конфликт и разрыв отношений — это из-за новой влюбленности. Так, давайте тогда сферу чувств уточним, да? Ну, у нас семерка, да. Кто-то узнает из женщин, что вы в положении. Тогда вам и говорят, будьте аккуратнее с спортом, с сексом. То есть вот соблюдайте баланс, равновесие во всем. А еще, конечно, обратите внимание на свое здоровье. Кто-то, может быть, долго ждал предложения, например, для кого-то. Вы ждали, когда, например, были вы в отношениях с несвободным человеком, когда человек наконец-то примет решение. Вот здесь будет разрыв. Скорее всего, вы не дождались. Но я все-таки хочу уточнить. Ну, человек увиливал, обманывал. Как бы, если, например, меня женщины смотрят, то у вас отношения с несвободным человеком. По семерке это мужчина не хочет вообще принимать никакое решение. То есть его все устраивает. А вы ждете, вы надеетесь. Но здесь обман. Скорее всего, вы эти отношения прервете. Просто уже устали ждать. Или, может быть, у вас, например, кто-то появился. Я хочу вам сейчас посмотреть совет. Потому что вот общий совет
Умеренность говорит, что сейчас не надо предпринимать каких-либо серьезных решений. Может быть, вы ждете и думаете, что человек обманывает, а у него в это время дома, в семье идет какая-то битва, война. Может быть, вам просто об этом не говорят. Давайте для вас совет. Для тех, кто ждет. Ждите. Вы получите то, на что вы рассчитывали. Ну, для кого-то здесь известие все-таки о беременности. Да, вот по семерке меньше активности. Может быть, как раз не все время, пока вы вынашиваете, а вот именно вот первый месяц, 2, 3, вообще снизьте любую активность. А для тех, кто ждет, и вы уже подозреваете человека, что он вас обманывает или как-то манипулирует, нет, здесь все будет хорошо, но чуть позже. Карта говорит, что сейчас не надо ничего менять. Ждите, да. Хорошо, профессиональная сфера. Здесь у вас ложится тройка жезлов. Вообще карта говорит, что человек очень активен в работе, в бизнесе. Здесь какие-то расширения. Если вы работаете на себя, может быть, вы выходите на новые платформы, какие-то еще направления берете. Может быть, работаете с людьми, которые находятся в других городах, в других странах. Может быть, интернет. Также карта может говорить о продвижении по службе, о подъеме по карьерной лестнице. Но вот это развитие, расширение будет зависеть от того, как вы коммуницируете с другими людьми. Ваше умение договариваться, решать вопросы, входить в какие-то двери. Но в любом случае в профессиональной сфере карта говорит об успешном развитии задуманного вами предприятия, о каких-то позитивных результатах. А вот финансы, вот для тех, кто узнает, что в положении, вот вам здесь карта говорит, что потом, если не убавите свою активность, очень много денег можете потратиться на восстановление здоровья. Может быть, больница или постельный режим, сохранение, ну вот что-то такое. Ну, конечно, четверка — это не движение. Это карта, когда все зависло. Может быть, в связи с этими праздниками было много трат. Пока вот денежных поступлений, вливаний нет. Эта умеренность тоже ведь говорит об ожидании. Ну, январь вообще убитый месяц, потому что 10 дней никто не работает, потом все начинают еле-еле раскачиваться. Может быть, она еще говорит, что есть у вас какие-то ресурсы, ну, постарайтесь их сохранить. То есть не надо сейчас никаких трат, не надо вообще ничего менять. Да, заводите новые знакомства, расширяйте свою клиентуру, но пока никуда не вкладывайтесь. Отдых, поездки. Ну, здесь у нас праздники продолжаются. Встреча с друзьями, отмечать какие-то даты. Если поездки, то, может быть, с кем-то, с друзьями, там, с родственниками. Вы будете к кому-то в гости ездить, к вам кто-то приедет. Да, если вы сдаете какие-то экзамены в январе, это удачная сдача экзаменов, прохождение каких-то тестов. И потом будете отмечать это радостное событие. Но мне прямо идет информация, что нам не надо никуда ехать, нам и дома хорошо. Ну вот как-то так. Но это январь. Это знаете, как мы довольны тем, что у нас есть. Да, мы строим какие-то планы, но, скорее всего, чуть позже. Может быть, февраль, март, весной. Да, вот отдых, да, для тех, у кого известие о беременности, вот карты говорят, больше отдыхать. Проводите время с теми людьми, кто вам нравится, но в каких-то спокойных компаниях, в какой-то приятной обстановке и меньше активности. Так, давайте посмотрим. Совет, да, совет предупреждения умеренности, я практически уже сказал. Все должно быть в меру. Праздники в меру, отдых в меру, активность тоже в меру, и пока ничего не меняйте. Карта говорит, наберитесь терпения. Может быть, какие-то еще есть препятствия по достижению того, что вы планировали. То есть, как бы она советует сейчас вам плыть по течению и оставаться в зоне своего комфорта. Потому что нужные события, вещи или люди, они придут к вам, но чуть позже. Хорошо, и давайте совет для третьего варианта от Веканского оракула на январь.
совет для троечек. Январь. Котелок, но он перевернутый. Сейчас. Убавьте огонь и прервитесь ненадолго. Есть риск перегореть от чрезмерной активности. Когда вы беретесь за слишком большое количество заданий одновременно, ни одно из них не получается выполнить хорошо. Да, вот как я вам говорила, да, убавьте немножко огонь. Так, и совет у нас еще от Королевы Луны. Третий вариант на январь. Бьюти. Бьюти – это красота. Карта говорит, что красота подобна лекарству. Она может исцелить даже самый сломленный дух. И красота есть везде. Только посмотрите. Красота приходит в нашу жизнь во многих формах, и мы можем выбирать, где ее найти. Поэтому избавьте себя от суматохи и от того, что вам кажется неприятным. Хорошо. И у нас маятник. Давайте я, наверное, на камень. Да? Маятник, ответь, пожалуйста, троечкам, да, третьему варианту, для тех, кто выбрал Оникс. Исполнится ли их желание или мечта в январе? Как интересно. А маятник говорит: не знаю, может быть. Может быть, это зависит от кого-то или от чего-то. Да, вот такой вам ответ. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас четвертый вариант. Для тех, кто выбрал белый кристалл и колоду Левелин Таро, давайте посмотрим, что вас ждет в январе. Четвертый вариант. Белый кристалл. Что ждет зрителей, которые выбрали четвертый вариант в январе? Первая сфера у нас это дом, семья. Что у вас в январе будет происходить? Отношения, чувства, эмоции. Профессиональная сфера. Финансовые вопросы. Поездки, путешествия, образование, отдых, развлечения. Да, ну какая-то у вас тут поездка. Причем стремительный отъезд. Может быть, по работе. Может быть, за границу. Так, совет предупреждения. Угу. Давайте еще посмотрим, что вам скажет Ленорман. Четвертый вариант. Белый кристалл. Что вас ждет в январе? Здесь или сюрприз, или неожиданность, или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Так, сейчас чуть-чуть больше. Ну, у кого-то здесь может быть получение документов из-за границы. Удачный случай, я как говорила, может быть у кого-то здесь иммиграция. Скорее всего, с целью работы, ну, в принципе, работы, да. Вы получаете какие-то новости, вот срываетесь в дорогу.
потому что здесь все карты движения и ясности в каком-то вопросе. Скорее всего, он тянулся долго. Еще здесь может быть бракосочетание, венчание для кого-то. То есть в чем вы победу-то одерживаете? Может быть, наконец-то мужчина созрел для предложения руки и сердца. Гора может говорить, что были какие-то обстоятельства, которые мешали этот вопрос реализовать. Вот эти еще две карты говорят вот о том, что происходит сейчас в мире. Да? Это вот эта изоляция и закрытие. То есть вот юридические, официальные, то есть вот схлопнулись границы, и нет возможности куда-то уехать. Тут или поддержка от кого-то, или вот удачный случай прорваться. Так, сейчас я вот это ищу. Но тут какие-то активные действия сразу начинаются, вот как здесь рыцарь, да, прям стремительность что-то. Или карта говорит, что ваши активные действия приведут к результату. Конечно, для кого-то, может быть, еще в работе здесь какие-то конфликты вы сможете избежать. Ну, я смотрю сейчас пока Ленорман как сюрприз, неожиданность. Мы сейчас еще вернемся к этой карте. Вот дома в семье у вас одержание победы, какой-то результат. Это может быть победа над какими-то трудностями, обстоятельствами. Также может быть победа, решение вопросов, может быть, вот именно с вашей недвижимостью, собственностью. Решить какой-то вопрос, может быть, судебный, выйти победителем, например, из судебных дел, тяжб. Вот выйти из каких-то конфликтов, ссор, когда люди вообще договориться не могут. Здесь вам карта говорит о победе. Но, скорее всего, это или при помощи старшего поколения, или это какой-то специалист поможет вам вот разобраться с этим вопросом. Давайте я одну карту. Это еще может быть добиться победы, наконец-то получить предложение руки и сердца. Да, здесь подготовка к венчанию, к свадьбе, к заключению брака. Так, сейчас. Нет, это, знаете, вот выйти из каких-то ограничений. Да, вот башня и, может быть, победа-то вы всей семьей собираетесь куда-то уезжать. Например, по МЖ или по работе. Кто-то получает приглашение по работе из-за границы. И преодолеть вот эту скованность и невозможность действовать. То есть приходят какие-то новости, приходят бумаги, разрешения. Как я сказала, появляется ясность. Корона. Корона – это смена статуса. Кто-то, может быть, одерживает победу, например, со здоровьем что-то было. Тогда иерофант – это какой-то специалист, как я говорила, который вам поможет. Ну или опять же тут судебные дела, да, все, что я сказала. Это вердикт суда, вот совет предупреждения. Но так как карта выпала вам, значит, вы победите над своими соперниками. То есть выйдете из каких-то конфликтов. Хорошо, иерофант. Сфера чувств, эмоций, отношений. Ну, здесь, во-первых, отношения могут быть с родителями, решение каких-то вопросов. Также это карта рода. Может быть, реально у кого-то здесь какие-то судебные дела. Ну, карта сказала, что получится у вас выйти из всех этих разбирательств, передряг. Может быть, еще найдите специалиста, который вам поможет. Может быть, это юрист, который по крупицам поможет вам этот вопрос решить. Ну, или его дельный совет. У кого-то здесь, наконец-то, венчание, брак. То есть вы получаете предложение руки и сердца. Давайте одну карту. Но еще это другая страна. Да, это другая иерархия. Ну, Луна – это карта матери, это карта, может быть, я говорю, кто-то здесь забеременеет, одержит победу. Может быть, со здоровьем были какие-то проблемы, а для этого вам придется лечь в больницу. Может быть, здесь еще ЭКО. Тогда метла говорит, что вы уже, скорее всего, пытались забеременеть таким методом. Не получалось. Вот сейчас по клеверу зацепится. Малыш зацепится. У кого-то предстоит дальняя дорога к новым берегам.
Да, получение разрешения, вот этой эмоции, что наконец-то у нас получилось, но по Луне страхи, да, что нас ждет там, на другом берегу. Два старших аркана у вас здесь. Хорошо, вот работа, стремительный отъезд куда-то. Конечно, карта может показывать для тех, кто работает, это может быть какой-то конфликт возникнет. Вот эта вот карта у нас или нападение, или защиты. Еще это покорять новые дали, новые места, расширять свои, территорию своего владения, борьба с конкурентами. У кого-то может быть уход с работы из-за конфликта какого-то. Это может быть и кто-то вас там подсиживает, или какие-то конфликты постоянные. Вы можете уйти сами. Или здесь реально ожидание получения каких-то разрешений и стремительный отъезд, когда человек мчится куда-то. Происходит звонок, сообщение. И, как я говорила, нужно сорваться в дорогу. Давайте мы эту карту уточним для вас. Дорога к какой-то стабильности. Или, знаете, еще вот четверка, да, это стабильность, но это уже на уровне того, что ничего не развивается. Может быть, вы здесь, как я говорила, будете покорять какие-то новые направления, заводить новые знакомства. Коммуникации. Вот у нас рыцарь мечи, да, отвечают за что? За воздух. Может быть, для того, чтобы выйти из какой-то рутины, нужно будет много очень общаться с людьми, куда-то ездить, с кем-то договариваться, решать какие-то вопросы. А у кого-то, как я сказала, стремительный отъезд куда-то к стабильному чему-то, переезд, скорее всего. Потому что финансовые вопросы, здесь тоже преодоление каких-то трудностей, борьба. То есть вот кто-то вам вставляет палки в колеса, может быть, это в развитии бизнеса какие-то конкуренты, проверяющие. Да, вот здесь может быть реально по рыцарю мечей отбиваться от каких-то госструктур, налоговая, там, пожарники, Роскомнадзор, ну, смотря чем вы занимаетесь. Это идти к своей цели, несмотря ни на что. Да, как бы трудностей много, но у вас есть шанс преодолеть все. Если это были судебные дела, это именно отстоять свою собственность, свое местоположение от тех, кто хочет что-то у вас отнять, то, что вам принадлежит по праву. Тут у нас еще на дне, я сейчас обратила внимание, старший аркан справедливости. Да, это может быть какие-то судебные дела или получение документов от колесо фортуны, да? И вам нужно будет срываться куда-то в дорогу. Это вот удачный шанс, вот этот клевер. То ли выйти из тяжб, то ли получить какие-то разрешающие документы, которые откроют для вас, предположим, границы. Да, вот ждать. То ли ждать решения суда, то ли ждать какой-то поездки. Но в любом случае поездка-то у вас состоится. Ну, как бы вот в финансовой сфере карта говорит, продолжайте бороться, не слушайте никого, не позволяйте никому вмешиваться в эти дела, и у вас есть шанс отстоять или получить желаемое. Но придется, да, за денежки придется побороться с кем-то. И у нас еще поездки, образование, отдых. Ну, здесь уезд куда-то, да. Здесь перемещение. Шестерка всегда говорит о переменах. Это дорога к каким-то новым берегам. У кого-то может состояться поездка в отпуск. Ну, судя по всем картам, это переезжать куда-то к новым далям. Да, страшно, как и по Луне. Мы не знаем, что нас там ждет, но там есть какие-то надежды, перспективы. И там спокойно. Кто-то, может быть, будет менять работу. Это может быть вот уход с одной работы, где вам было некомфортно, вам приходилось защищаться. Может быть, это движение к новым берегам. Ну, давайте одну карту. Угу. В любом случае, что бы это ни было, это все к лучшему. Туз пентаклей. Это хороший шанс обрести стабильность. Если это переезд в другую страну, то да, вас там ждет процветание. Ну вот совет предупреждения. Не конфликтуйте. Если реально судебные дела, опирайтесь на старших родственников или найдите профессионала. Пусть он этот вопрос решает, если вы не смогли здесь договориться, например, с родными, близкими, если это какие-то наследственные, имущественные дела. У нас ведь это карта власти и
правосудия, и она вам советует действовать решительно, но не быть слишком категоричными. Потому что категоричность, как правило, ведет к конфликтам и к ссорам. То есть вот совет прояснить какую-то ситуацию, составить с кем-то разговор, найти решение, но ясное, безэмоциональное. То есть не попадать под чувства. Они нам мешают логически мыслить. Ну и в то же время карта вам говорит о получении каких-то известий, о ясности в вопросе и о каких-то документах, которые открывают перед вами новые пути. Хорошо, давайте четверочки еще вам совет от Веканского оракула. Январь для тех, кто выбрал белый кристалл. Совет на январь для вас. Так, 14-я карта прямая сейчас. Эта карта называется Йоль, зимнее солнцестояние. Оберегайте пламя вашего духа и не поддавайтесь влиянию подавленности или отчаяния. Ваша вера сейчас подвергается испытанию. Знайте, что вы всегда любимы, даже в самые пустынные и черные периоды вашей жизни. Темные времена пройдут, свет всегда возвращается. Так, еще у нас с вами совет от оракула Королевы Луны, 4-й вариант, белый кристалл. На январь. Совет на январь для вас. Экшен. Экшен — это действие. Ну, карта советует вам выйти из ступора, отпустить свое бремя и двигаться дальше шаг за шагом. Это аркан растущей Луны, и она говорит, что вот сейчас все будет расти в вашей жизни, но, опять же, зависеть все будет от ваших действий. Поэтому, что задумали, предпринимайте. Так, и давайте мы получим ответ от маятника. 4-й вариант. Маятник, ответьте, пожалуйста, для тех, кто выбрал белый кристалл, 4-й вариант, исполнится ли их желание или мечта в январе? Да, исполнится, но видите, как у меня нерешительно начинал. Он говорит, все будет зависеть от вашей активности. Все в ваших руках. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.